Добрый день, дорогие леди! Сегодня у нас будет занятие дефиле, и Соня вот уже готовится к нашему занятию, да, она стала к стене красиво, как я тебя учила, чтобы была ровная линия у нас, да. У нас голова касается, лопатки, копчик и пятки. И вот в таком положении мы немножко постоим, давай только немножко попробуем раскрыть плечи и опустить вниз. Когда-то одна моя замечательная подруга сказала мне: держи плечи от ушей. И я очень долго не могла понять вообще эту фразу. Что значит держать плечи от ушей? И это значит вот это. Сегодня мы поговорим о разных видах походки. Походка очень важна в жизни абсолютно любого человека, независимо от пола. То ли это мужчина, то ли это женщина. И независимо от возраста также. Вы знаете, что 70% информации передает именно наше тело о нас. То есть тогда, когда мы еще даже не начали разговаривать, уже все люди о нас все поняли. Допустим, давайте я вам приведу такой пример. Вот я вошла. Как я выгляжу? Скажи, Сонь. Что? Что со мной? Уставший человек. Я устала. Что я делала? А я только устала. Посмотри на мое лицо, на мою шею, на мои руки, на мои плечи. Что со мной? Расслабленный. Что? Расслабленный. Я расслабленная? Разве люди так выглядят расслабленными? Мне кажется, Не знаю. я устала. Возможно, у меня что-то случилось, как ты считаешь? Может, я плакала даже, да? Можно меня считать сейчас красивой, элегантной, сильной? Нет. Возможно, что я сейчас пришла и завоюю этот мир. Возможно ли в этом положении завоевать мир? Нет. Хотя я все та же я. Я все тот же человек, я все так же одета, у меня та же обувь, та же прическа, но мое положение тела абсолютно другое. Я могу пройтись вот так. Соль, что думаешь? Кто я теперь? Не знаю. Да? Надо быть поосторожнее, потому что сейчас я очень сильная и агрессивная, могу налететь на любого, да? И, наверное, буду как-то агрессивно себя вести. Я вызываю, какие эмоции у тебя вызывает вот это положение тела? Вот я иду себе вот так на тебя, вот, агрессивно. Правильно? Хотя это все та же я. Опять же, на мне та же одежда, та же прическа. Но положение, походка, положение моего тела абсолютно разные. Поэтому давайте с вами все-таки учиться контролировать свое тело. Давайте знакомиться со своим телом и все-таки применять правильные виды походок. Я вам хочу сказать, что их несколько, которые мы будем изучать вообще в курсе Lady and Gentlemen в Зайка Project. И вот для Сони я также преподам такие виды походки, как походка в кроссовках, либо балетках, ну то есть на низком ходу, без каблука. Походка на каблуках. Потом это бизнес-этикет. Сонь, возможно, сейчас ты, конечно, ходишь в школу, там тоже, я думаю, эта походка будет уместна, этот вид походки. Ну и в дальнейшем, когда ты уже поступишь в институт, возможно, у тебя будет какая-то первая работа, да, ты также сможешь себя с наилучшей стороны зарекомендовать именно даже тем, как ты себя держишь. И мы еще научимся с вами ходить, с тобой, в том числе Сонь, в свадебном либо вечернем платье, если у нас платье длинное с каким-то шлейфом, то есть там совершенно другая походка, другой вид походки, потому что через этот шлейф очень просто вот так вот кувыркнуться, и вся магия платья, она просто растает. Поэтому будем с вами сегодня этому учиться. Почему важно наше тело? Мы говорим телом. Сейчас ты говоришь: я закрываюсь от тебя, я не хочу тебя слушать, я не принимаю эту информацию, которую ты мне говоришь, но все-таки, если мы уже решили все-таки быть в этом проекте, давай принимать ее и на 100% отдаваться и все делать, хорошо? Почему это важно, дорогие девушки, дорогие мамы? Очень многие же говорят: да, я уже давно 100 лет не ношу каблук, мне это не нужно. Либо мы живем в каком-то таком районе, где, допустим, быть леди не обязательно, мы никогда не будем на каком-то торжественном приеме, нас там короли не пригласят. Но смотрите, это совершенно о другом. Во-первых, для мам я хочу сказать, что мы создаем будущее для своих детей. Ту информацию, то зерно, которое мы сеем в наших детях, они понесут по жизни. И если у вас лично что-то в жизни не сложилось, да, что король вас на какой-то пир не позвал, но тем не менее вашему ребенку абсолютно все по силам в сегодняшнем мире.
потому что сегодня мы же видим, как много возможностей, как можно реализовываться, как можно показывать себя. Сонь, ты тоже знаешь, что сегодня для тебя вообще все возможно, поняла? Как бы тебе ни казалось, что сейчас ты ограниченно живешь, плечики ровно, но тем не менее сегодня очень много возможностей абсолютно у каждого, но нужно над собой работать. И, конечно, если придет тот шанс, которым человек захочет воспользоваться, нужно быть к этому готовым. И в первую очередь, благодаря, опять же, своему телу, то, как мы себя держим, то, как мы себя презентуем, то, как мы говорим, всегда поможет нам абсолютно в любой ситуации. То ли будем искать какую-либо работу, то ли мы захотим каких-то романтических отношений, да, и захотим все-таки человека, который будет нас ценить, любить, уважать и брать на себя ответственность за нас. То есть, то ли когда мы будем воспитывать своих детей, мы же пример для подражания для своих детей, в первую очередь. Поэтому я призываю всех все-таки не отрицать важность языка тела, и все-таки давайте вместе учиться и быть леди. Сонь, о чем мы вчера с тобой говорили? Как ходить в кроссовках, да? Расскажи, пожалуйста, что ты запомнила? Ходить надо не по одной линии, то есть Параллельно. параллельно. И носки у нас всегда смотрят вперед. Я хочу сказать сейчас о том, что несмотря ни на что, мы на низком ходу либо на каблуках, у нас всегда носки будут смотреть вперед. Вы замечали, что многие люди ходят вот так? Либо они заводят ногу немножко, как это у нас называется, мишка косолапый, да? Ну вот, так они привыкли ходить, и для них это, для меня, кстати, абсолютно некомфортно, но есть люди, которые привыкли так ходить. Давайте выходить из зоны комфорта, Сонечка, мы стоим красиво. Давайте выходить из зоны комфорта и все-таки учиться правильно ходить. У нас носки всегда смотрят прямо, независимо от того, мы на каблуках, либо нет. Мы всегда ноги направляем, вот носки прямо. Я сейчас на каблуках, поэтому я иду по одной линии. Если мы на каблуках, мы выбираем идти по одной линии. Если же мы на плоском ходу, как Соня. Соня, покажи, как мы вчера ходили. Параллельно ставим ноги и по одной линии не идем. Но у нас при этом очень ровная спина. Очень ровная спина. А что мы еще говорили? Что мы еще задействуем в нашей походке? Плечи. Плечи, да? Каким образом? Чуть поворачиваем. Да, то есть наш корпус всегда работает. Независимо от того, если мы даже в какой-то бизнес-атмосфере, да, и у нас и дресс-код, и положение обязывает, чтобы все-таки держаться очень сдержанно, то только лишь движение наших плеч может сделать нашу походку элегантной. На тебе палку. Нам нужно укреплять мышечный корсет, чтобы у нас было правильное положение. Смотри, мы ее вот так вот делаем. Видишь? Да? И вот так ты выгинаешь, получается, поясницу, но вот так вот не прогибаешься. У тебя получается, ты подкручиваешь копчик, напрягаешь свой пресс, и у тебя ровное, абсолютно правильное положение спины. Знаешь какое? Смотри, у тебя от макушки до пят, у тебя здесь вот должна быть одна вот такая прямая. У тебя сейчас корпус немножко наклонен вперед, ты знаешь? Давай попробуй выровняться еще. Да, вот. Как тебе такое положение? Неудобно. Попробуй, пожалуйста, еще развернуть плечи, еще больше выпрямить их и вниз опустить. От ушей, как говорила моя подруга. Так, а теперь мы усложним. Сейчас блокнот покажет твое положение, поняла? Если ты будешь стоять правильно и ровно, блокнот останется у тебя на голове. Если у тебя будет перекос в ту или иную сторону, либо вперед, либо назад, блокнот туда и упадет, хорошо? Поэтому давай, наша цель все-таки сохранять вот эту вот прямую. Еще назад немножко головой, да. Готово? Так. Вот. Видишь, стоит, молодец, Сонь. Ну, хотя бы по минутке в день вот так нужно стоять. Мы сейчас засекаем минутку. Девочки, засекаем минутку. И стоим.
И блокнот сразу покажет, если тебя поведет туда или назад. Я просто тебе хочу сказать по своим наблюдениям, что у тебя все-таки больше корпус всегда наклоняется вперед. Поэтому, конечно, у тебя сейчас это выход из зоны комфорта. Давай мы не будем вот так делать, а мы все-таки задействуем только лишь свои мышцы спины, пресс напрягаем. Копчик подкручиваем немножко, вот, смотри, сразу выравниваешься, и немножко еще вот, да. Вот в таком положении по одной минуте в день ты сможешь стоять. Скажи, у тебя есть подобная палочка дома? Можно взять швабру, можно взять какой-то длинный веник, все, что у вас есть под рукой, вы можете это упражнение каждый день выполнять. Главное, какая ошибка бывает, что при изгибе многие вот так вот выпячивают попу назад. Это неправильное положение. Мы всегда подкручиваем копчик, чтобы у нас сзади была вот эта вот прямая от макушки до пяток. Так, мне сейчас не очень удобно, не очень видно. Угу. Вот так. Сонь, немножко наклоняешься вперед. Давай, выравнивай. Молодец, да. А у тебя получится еще раскрыть плечи, еще немножко назад. Я знаю, больно, да, это непривычно. Твое тело привыкло к тому положению неправильному, но мы будем его переучивать. Я вам хочу сказать, что в таком положении, когда вы правильно уже научитесь стоять, ходить и привыкнете, вы сможете провести очень большое количество времени. Когда мы будем сидеть с такой же ровной спиной. И я также вас научу, как очень легко это делать и не уставать. Можно просидеть за ужином на протяжении нескольких часов и всегда быть свежей, а не с какой-то кривой там и скукоженной. Давай сейчас мы еще раз попробуем ходить в кроссовках. Для тех, кто не смотрел прямой эфир, я хочу сказать, что мы когда идем, у нас обязательно работает корпус. Потому что очень у многих, и у Сони в том числе, вот эта ошибка, что корпус зажат. Мы идем просто вот ногами, как будто два разных человека, да, туловище от одного, ноги от другого. Поэтому даже если вы ровно красиво научитесь ходить внизу, это не факт, что вы будете красиво смотреться. А у вас все-таки должен верх быть расслаблен, вы как будто бы повисли на своем позвоночнике, руки тоже расслаблены, их не нужно зажимать вот так в кулак, потому что это показывает ваше напряжение. Их не нужно как-то вот так вот ровно специально держать. Вы должны оттренировать вот этот навык до такой степени, чтобы это было органично, и ты просто привыкла, и тебе было комфортно. Поняла? Поэтому вот мы будем к этому вести. Смотри, вот эти положения, они тоже не надо. Смотри, научись любить себя. Научись показывать себя и, смотри, чувствуй себя более уверенно. Когда я вот так стою, я чувствую себя уверенно. Когда я стою вот так, вот как будто мне что-то там, что-то давит, что-то я себя сразу плохо начинаю чувствовать. У меня и так голос хрипит, и сразу я чувствую себя еще более болезненно. Хорошо? Давай еще попробуем. Вот как ты стояла с палкой, только давай без палки так стоять. Так, хорошо. Мы что говорили? Когда мы начинаем всегда с правой ноги идти. И сегодня мы еще научимся с тобой делать повороты в том случае, если ты, допустим, ты в школе, да, тебя вызвали к доске. Вас к доске вызывают? Ну вот, тебя вызвали к доске. Как пройти красиво к доске, элегантно, в то же время, чтобы ты оставалась все той же Соней, но с изюминкой, и чтобы дети остальные, да, твои одноклассники, подростки, они видели, что с этой девочкой нельзя воевать, с ней нельзя как-то конкурировать, с ней можно только конкурировать, да, и то очень сложно, что она очень уверена в себе. Как нужно пройти к доске? Давай представим, что у нас там доска, да, я иду. Мы начинаем всегда с правой ноги, и когда у нас правая нога начинает шагать, левое плечо немножко выходит вперед вместе с рукой, но при этом мы не размахиваем, как Буратино, вот так руками, мы их не зажимаем, просто расслабленно и красиво. Шея у нас всегда длинная, красивая, мы видим свою цель и идем к ней, хорошо? Давай попробуем. Я сейчас на каблуках, поэтому я буду идти по одной линии. Вот ты идешь к доске, ты встала, хоп, и повернулась красиво. Не нужно становиться и вот так делать 150 каких-то ненужных движений. Так, молодец, да. Спина ровная и голова выше. Еще, Сонь, 10 раз вот так. Считаем. Первый пошел.
Еще больше четкости, больше уверенности в себе, да. Выше немножко ноги. Мне нравится, хорошо. Спина ровнее. Сейчас Соня переобувается, и мы попробуем отрепетировать походку на высоком каблуке. Начинаем наше движение с правой ноги. Независимо от того, где мы, то ли мы в лифт входим, то ли мы в магазин входим, то ли мы из машины выходим, начинаем свое движение, стараемся себя приучать, начинать движение с правой ноги, хорошо? У нас спина ровная, руки расслаблены, давай похоже на наш корпус, движение есть, ага. А можно мы вот так вот сделаем, чтобы твой корпус был больше видно? Можно? Вот так как-то, ты можешь как-то завязать? Так. Хорошо. Так, и мы начинаем с правой ноги на счет 1, 2, 3. И 1, 2, 3. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Смотри, ты идешь разве по одной линии? Мы же на каблуках идем по одной линии. Ты уехала вот так. Вот так вообще это очень странная походка. Еще раз попробуем, хорошо? И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Вот уже спокойнее. Хорошо, Сонь. Дорогие леди, мы уже научили Сонечку ходить по ровной поверхности. А что же касается ступенек, обратите внимание, это очень опасная лестница, но настоящая леди знает, как безопасно и элегантно спуститься и подняться. Самый первый и важный принцип, когда мы поднимаемся либо спускаемся по лестнице, мы всегда ставим свою стопу, всю стопу полностью на ступеньку. Ни в коем случае, если мы поднимаемся, мы не поднимаемся, опираясь только лишь на носок, потому что мы можем завалиться назад, можем упасть. Это раз. Во-вторых, когда мы спускаемся, и у нас такая широкая ступенька, мы можем позволить себе полностью становиться на нее, но опять же всей стопой. Также спуститься элегантно в том случае, если у нас очень узкая ступенька. Мы делаем небольшой поворот ноги и вот таким образом, опять же наступая полностью на стопу, мы спускаемся по ступенькам. Быть леди совсем непросто, но леди не рождаются, леди становятся, и в этом мы обязательно вам поможем.